Действительно, наши страны являются партнерами в Южно-Кавказском регионе, на постсоветском пространстве. В целом у России на самом деле не так много союзников, и я прекрасно понимаю, что и с точки зрения военно-политической, и с точки зрения стратегического присутствия на Южном Кавказе, для России Армения исключительно важна, равно как и Армения для России. И от того, насколько прочными наши будут отношения, зависит и будущее во многом всего региона. Я не претендую на то, чтобы максимально подробно осветить все возможные сценарии, связанные с дальнейшим развитием ситуации на Южном Кавказе. Кстати, в конце октября пройдут специальные мероприятия, организованные нашим центром. И вместе с экспертами из Грузии, Армении, Азербайджана, регионов Северного Кавказа мы поговорим как раз о новых трендах, развивающихся в регионе. Разговор на экономическом форуме в Крынице-Здруй, мне кажется, показал очень любопытную тенденцию. Впервые на моей памяти Грузия, Армения и Азербайджан говорили об интеграции в трехстороннем формате. По крайней мере, вот на моей памяти так, чтобы 2-3 года назад такие разговоры были бы в принципе невозможны. Причем, должен сказать, что я чуть вас поправлю, я, откровенно говоря, чувствовал себя абсолютно одиноким, в том плане, что и армянские, и азербайджанские, и грузинские делегаты говорили об одном и том же. Правда, должен сразу поправку внести, это были представители от оппозиции, они не озвучивали официальную точку зрения ни Баку, ни Еревана, ну и только поскольку Саакашвили возглавлял грузинскую делегацию, то понятно, что наши грузинские коллеги говорили, как я понимаю, от лица государства. Более того, выдвигался даже конкретный план экономической и социальной интеграции районов, которые прилегают к границам с территории 3 республик. И естественно, что этот план финансово и организационно должны были обеспечить внерегиональные игроки. То есть я прекрасно понимаю, что здесь речь шла о неком проекте. Скорее всего, даже, хотя это было под патронажем ЕС, я думаю, что речь шла более вероятно об американском проекте. И не случайно, что Грузия выступала здесь главным лоббистом. Но выслушав внимательно точки зрения своих коллег, я сказал, что очень хорошо, что вы наконец нашли точки соприкосновения. Печально только то, что эти точки соприкосновения вы нашли, как всегда, в Советском Союзе. Все мы вышли из одной шинели, обнаружив главного врага, против которого надо объединиться. И очень печально, что таким врагом с их точки зрения оказалась Россия. Поэтому мы можем строить интеграционные проекты, исходя из игры с нулевой суммой возможностей. И в таком случае понятно усиление любого внерегионального игрока, который предложит Армении и Азербайджану путь к решению Карабахского конфликта. Пусть даже этот путь окажется неэффективным и ничуть не лучше, так сказать, тех усилий, которые сейчас предпринимает Москва как главный посредник. Или мы будем действовать в рамках стратегии win-win, то есть не искать усиление собственного за счет ослабления партнеров или пусть даже конкурентов, а пытаться найти точки соприкосновения, которые бы позволили усиливаться одному игроку за счет взаимного усиления и его оппонента. Бизнес-стратегии, которые сейчас модно, так сказать, перелицовывать и в политическом контексте, я думаю, это единственный путь, который возможен применительно к разговору об интеграции на Южном Кавказе. Потому что совершенно очевидно было, что предложения, которые лоббировала грузинская сторона, они направлены на создание Южного Кавказа как части санитарного кордона, который должен ограничить российское влияние в этой важнейшей точке постсоветского пространства. А я уже не говорю о том, что если Южный Кавказ и Центральную Азию рассматривать как единый геостратегический регион, то тогда давайте говорить о том, что включение ваших через Каспий, допустим, соседей, ну, предположим, Узбекистана, да, в американские усилия по Афганистану и новая линия взаимодействия между Вашингтоном и Ташкентом в плане участия в афганской операции, это тоже часть общего плана, который предполагает укрепление и усиление позиций внерегиональных игроков на Южном Кавказе, Центральной Азии, в Каспийском регионе. И это не интеграция, это на самом деле операция прикрытия, цель которой абсолютно очевидна. Россия, какая бы она, с какими проблемами она ни сталкивалась, она представляет по-прежнему реальную величину, в том числе и прежде всего на постсоветском пространстве. И естественно, что есть желание, прежде всего, я думаю,
Вашингтона, в какой-то степени и Евросоюза, создать точки напряженности на ближайших границах Российской Федерации, поскольку проблемы Южного Кавказа, они автоматом отражаются на Кавказе Северном. И все это нужно очень четко и ясно понимать. Поэтому радости от того, что 3 закавказских республики соединились в едином порыве критики России, ну, у меня и как гражданина России, и как человека здраво размышляющего, что такое единство может быть только на почве взаимной неприязни к кому-то, честно говоря, конечно же, не вызывает. Но дело в том, что может сложиться так ситуация, что Южный Кавказ будет вынужден все равно вернуться, обратиться к интеграционному проекту, потому что все мы видим, что регион и постсоветское пространство находятся на пороге очень серьезных перемен. Контуры будущего даже не только в среднесрочной, в краткосрочной перспективе еще далеко не определены. Финансовый кризис, серьезные экономические проблемы, проблемы в сфере информационной и социальной безопасности, поколенческий конфликт. У нас ни в одной из стран Южного Кавказа, да и в России тоже, по большому счету, национальная идеология до конца не сформирована. В этом смысле Армения, может быть, даже более устойчивый идеологический тренд, чем, допустим, у нас в стране, где мы до сих пор никак не можем до конца обрести национальную идею. Идет разрушение системы традиционных ценностей, и в то же время видим все более активное обращение молодежи к религии. И это не только реалии сегодняшнего дня, я думаю, что это проблема ближайших 10-15 лет. А вот на все эти риски, о которых часто говорят, о них много пишут, нет адекватного ответа ни со стороны ни одной интеграционной структуры. Саммит, который прошел в Астане в декабре прошлого года, показал, что ОБСЕ, как эффективная международная организация, практически уже вышла на периферию принятия важнейших решений в сфере вопросов безопасности. Вы прекрасно знаете, какими сложностями сталкивается СНГ в своей деятельности. Многие уже неоднократно хранили эту организацию. ШОС все-таки больше обращен к центральноазиатскому региону, в меньшей степени готов участвовать, хотя Китай, я думаю, во всех проектах готов в перспективе участвовать, но пока это тоже вопрос будущего. Поэтому нужно понимать, что и Россия, и южнокавказские страны в ближайшее время могут стать уязвимыми пред лицом внешних воздействий по образу и подобию тех событий, которые проходили в арабском мире. А посмотрите, что было и в Армении, и в Азербайджане в начале этого года. Я имею в виду с точки зрения внутриполитических процессов. Некие силы искусственно вбрасывали, идеи, которые особенно через сетевые сообщества воспринимались молодежью, переводились в форму активных протестных акций. Все эти вещи совершенно очевидно отработка технологий, которые уже были использованы и на Украине, и в Молдове, и в ряде других точек постсоветского пространства. То есть меняются правила игры, как в сфере международных отношений, так и с точки зрения внутренней политики. Происходит хаотизация, которая ведет к нестабильности. И все это происходит в условиях, на что я бы тоже хотел очень важный акцент сделать, когда мы утрачиваем последние остатки прежней советскости. То есть мы еще постсоветское пространство, но уже через поколение это пространство уже не будет постсоветским. В активную жизнь в России, в Армении, в Азербайджане, в Грузии вступает поколение, которое не имеет опыта советского общежития. Здесь в аудитории экспертов в основном это люди 40-50 лет, то есть те, кто друг с другом общался еще в рамках Советского Союза. За вашими спинами сидит молодежь, из которых большинство никогда, русские ребята, не были в Армении. А я сомневаюсь, что большинство ребят, которые в Ереване живут, имеют, кроме социальных сетей, возможность постоянно бывать в Москве и, как раньше, коммуницировать со своими сверстниками. Если вспомнить число армянских, да, и азербайджанских, и грузинских студентов на историческом факультете МГУ в начале 80-х годов, то, поверьте, это очень печальное сравнение. Вот тот нетворкинг, который существует сейчас между российской элитой, тем, кому 40-50, и администрациями президента Армении, Азербайджана, Грузию я не беру, он разорван. По сути дела, многие ребята с Южного Кавказа получают образование уже не в элитных московских вузах, а в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки. И от этого, кстати, и зависит в прямом переносном смысле то, на каком языке они будут разговаривать с той политической элитой, которая придет на смену нынешнему политическому классу и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, я понимаю, что отсутствие вот этой идеи, хотя бы интеграции, даже в условиях нерешенного карабахского или нерешенного южно-осетинского и абхазского конфликта, идея интеграции могла бы быть даже на уровне общественного мнения более привлекательной, если бы была страна, которая была бы
центром притяжения, так как в начале 90-х годов верили в Россию. Когда и в Армении, мне в Ереване довелось слышать, и в Баку одну и ту же фразу, что в начале 90-х мы верили, сейчас раздастся звонок из Москвы, скажут: ребята, все, хватит, давайте заканчиваем этот конфликт и будем жить по-другому. Уже не будет этого звонка, и России необходимо в конкурентной борьбе пытаться завоевать то пространство, которое было утеряно в результате неразумной или дальновидной политики в начале 90-х годов. Сделать можно только одним путем. Лучшее образование, страна, где есть возможность для реализации бизнес-амбиций, страна, где комфортно жить и учиться. Других вариантов, к сожалению, в данный момент применительно не только к Южному Кавказу, но и для Центральной Азии, честно говоря, не видно. И в то же время мы должны понимать, что, говоря о перспективах Южно-Кавказского региона, геополитическая его роль будет существенно возрастать, точно так же, как будет возрастать роль всех территорий, находящихся на вот этих культурно-цивилизационных стыках. В данном случае границы западной и исламской цивилизации, потому что в ближайшем будущем это промежуточное положение и определит его уникальные возможности или в реализации планов модернизации Большого Ближнего Востока, или в налаживании более конструктивного диалога между странами мусульманского мира. Поэтому мне кажется, что и Грузия, и Армения, и Азербайджан в равной степени могут претендовать на роль геополитического моста, который сейчас за собой прочно застолбила единственная страна на постсоветском пространстве, это Казахстан. И поэтому мы говорим все об интеграции все время если бы, возможно, то есть понимая при этом, что сейчас, даже если бы вот сидящие здесь эксперты захотели бы интегрироваться и создать общую экспертную структуру, в которую бы вошли там русские, армяне, азербайджанцы, грузины, эта структура, скорее всего, была бы недееспособной. На данный момент нас слишком много разделяет. Разница подходов, разница взглядов на будущее и страны, и региона в целом. Но нужно понимать, что сами обстоятельства нас постепенно подтолкнут к вопросу, что без интеграции, причем с участием, с моей точки зрения, России, без вмешательства внерегиональных игроков, Южный Кавказ обречен оставаться регионом, раздираемым конфликтами, не реализующим до конца свой транзитный энергетический потенциал, не реализуя стратегии повышения качества человеческого капитала. Поэтому, вот возвращаясь к тому, что я говорил в начале, да, я думаю, что вот эта стратегия win-win — это единственный возможный вариант, с которым сейчас необходимо подходить к анализу перспектив развития Южно-Кавказского региона. Как будет урегулирован Карабахский конфликт? В какой перспективе? У меня вот как раз ощущение, что в ближайшем будущем ситуация так и останется в замороженном состоянии. И для этого, по крайней мере сейчас, по осени 2011 года, к сожалению, нет каких-то сигналов, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Но, безусловно, миротворческие усилия России показывают, что для Москвы этот регион является жизненно важным центром приложения усилий. И с точки зрения интересов России как государства, и с точки зрения тех связей, я завершаю, которые исторически связывали русских, армян, грузин, и которые, несмотря на все попытки внести раскол вот в это общественное взаимодействие, на мой взгляд, сохраняется и до сих пор. И потому я считаю, что вот все-таки риски и вызовы нынешнего века, конечно, требуют консолидации усилий и объединения потенциала всех республик Южного Кавказа при активном участии и максимальной поддержке со стороны России.